Продолжаем нашу программу и рассмотрим пациента с депрессией и когнитивными нарушениями. Взгляд не только невролога, а взгляд всех специалистов, которые работают с этим пациентом, или взгляд того врача, к которому обратился пациент. Итак, к нам приходит пациент и жалуется с порога на то, что у него снизилась память, он не помнит фамилии, имен друзей, забыл номера телефонов, и мы тестируем его состояние интеллекта. Он ориентирован, умеет разговаривать, сам себя обслуживать, у него нету грубых мистических нарушений и у него нету деменции. И по диагностическим критериям умеренных когнитивных нарушений Петерсона 2001 года мы смело ему выставляем диагноз умеренные когнитивные нарушения. Или в российской номенклатуре заболеваний это будет называться дисциркуляторная энцефалопатия. Когда диагноз выставлен, нам остается выбрать только метод лечения, который мы можем предложить данному пациенту. Мне очень нравится мнение профессора Федина. В 2014 году этот слайд на конгрессе прозвучал его, что защиту тканей мозга обусловливают большое количество биологических процессов. Это и усиление макрокровотока, это энергокоррекция, это усиление микрогемоциркуляции, это коррекция синапсов холинопередачи, это стабилизация мембран, это окислительный стресс, это нейротрофины, это нейрогенез, нейропластичность. То есть нам нужно выбрать механизм, который подходит больше к данному пациенту, или выбрать сразу же все механизмы, или выбрать препарат мультимодального действия, который мы можем предложить нашему пациенту с дисциркуляторной энцефалопатией, который пришел к нам в кабинет. Механизм действия препарата Вазобрал подходит под определение мультимодальный препарат. У него есть вазоактивный эффект, метаболический эффект, нейропротективный. Ну, соответственно, клиническое действие устраняет основные субъективные симптомы ишемии, головокружение, шум в ушах, головная боль, когнитивный дефицит и состояние астении. Вазодилатирующий эффект Вазобрала вне сомнений. В мире проведено достаточное количество исследований о том, что показывает, что данный вазодилататор работает на артериях мозга, но не только на артериях, мы дальше будем говорить и на венах мозга тоже. Здесь оригинальное исследование от 1989 года, что в контрольной группе и в левом и в правом полушарии автор взял, увеличивается на 66% кровоток в обоих полушариях. Следующая работа тоже одного из классиков неврологии, которая показывает, что количество функционирующих капилляров, потому что же нам капиллярный стаз совершенно не нужен у пациента с корковыми расстройствами высших функций, у Вазобрала наблюдается улучшение микроциркуляции из-за большого количества функционирующих капилляров. Следующий интересный момент по поводу исследования наших больных сосудистой функции мозга. Дело в том, что при постановке датчика на чешую височной кости можно исследовать и вену галену, и можно исследовать прямой синус, можно исследовать вену Розенталя. И вот очень интересный момент, что в базальной вене Розенталя в норме кровоток до 15. Если приходят пациенты, жалуются на головные боли, а нам врачи УЗИ, которые делают транскраниальное УЗИ и смотрят тоже вену Розенталя,
могут сказать, что, например, у данной пациентки в одном полушарии скорость по вене Розенталя 20, например. Да? И тогда мы можем по вот этим косвенным данным ускорения кровотока по вене предположить, что есть нарушение венозного оттока у данной пациентки. И назначение, соответственно, препарата, который нормализует венозный отток от головного мозга, пациент может испытать значительное улучшение, риск венозных нарушений снижается, ну и, соответственно, когнитивные способности данного пациента возрастают. Вашему вниманию предлагается не только схемка с венозной системой мозга, но и исследование Авидисовой 2003 года, где показано, что не только артериодилатация наступает, но и нормализуется венозный отток, который был ретроградным, и потом он начинает, собственно, течь в ту сторону, и мы уже получаем клиническое улучшение у пациента. Оригинальное исследование применения вазобрала как нейропротектора. На слайдах, которые вы сейчас увидите, можно увидеть влияние его на клетки гиппокампа, что клетки гиппокампа на фоне терапии вазобралом уменьшается их ишемия и, собственно, продолжается жизнь этих клеток, которые, в общем, хотели погибнуть, потому что микроциркуляция в голове пострадала. Соответственно, тем патохимическим изменениям, патоморфологическим изменениям, которые коррегируются вазобралом, в клинической картине мы видим улучшение когнитивных функций у пациентов с хронической ишемией мозга. Это исследование Левина, которое было опубликовано в нашем синем журнале неврологии и психиатрии в 2014 году, где было показано, что по шкале МОКа было достигнуто плюс 14%, это плюс практически 3,5 балла по когнитивным функциям. Это довольно значительно для пациента, потому что у него появляются новые функции, которые недоступны были ему раньше. В этом случае применялся тоже вазобрал. У него есть интересные моменты, о которых мы говорили уже при слайде исследования транскраниального УЗИ вены Розенталя, что уменьшается головная боль у пациентов. Мы знаем, что головные боли бывают большого количества типов. Если перед вами пациент и застойного, то есть венозный застой в голове, нарушение венозного оттока, и это пациент, у которого есть нарушение микроциркуляции корковое, то мы можем тоже получить изменения, достойное при данном препарате. Как применяется вазобрал? Вазобрал применяется от полтаблетки до таблетки 2 раза в день, 2 раза в год, 2-3 месяца. 2-3 месяца, все очень просто запомнить. Одна таблетка 2 раза, 2-3 месяца и курсы 2 раза в год. И достигается довольно быстрое улучшение. Напоминаю, что 20 лет назад был вазобрал, который использовался в каплях. Мы все с вами знаем, что мозг состоит из клеток, которые пролиферируют, потом дифференцируются в нейроны. И когда они дифференцировались, им надо выжить. Так вот, за выживание нейронов отвечают, оказывается, по данным последних исследований, отвечают не какие-то дополнительные вещества, а те же нейрохимические медиаторы, то есть и глутаматы, ацетилхолины, дофамин и гамк. Они все отвечают за выживаемость нейронов. И если уменьшается нейротрансмиссия, уменьшается количество холинергических нейронов, то, соответственно, клетки начинают погибать. И мы с вами на исследованиях или на секционных, или на магнитно-резонансных мы с вами можем увидеть мозг пациента с наружной, в основном, гидроцефалией или атрофическими процессами и в области гиппокампа, и в области лобных долей мозга. В этом случае нам нужны препараты, которые являются донорами
донорами нейромедиаторов, в частности цитиколин под названием энцетрон солафарм. Это природное цитиколин-эндогенное соединение, которое является промежуточным метаболитом в синтезе мембран клеток головного мозга фосфатидилхолина, структурный компонент. И этот препарат обладает ноотропным действием. Какие же механизмы действия энцетрона цитиколина? Он ингибирует апоптоз за счет уменьшения экспрессии прокаспаз, стимулирует ангиогенез, усиливает нейрогенез, усиливает глиогенез, усиливает синаптогенез и влияет на модуляцию нейротрансмиттеров, потому что увеличивает количество НМДА-рецепторов. Нервные клетки используют холин с двумя целями. Для синтеза ацетилхолина, как вы знаете, который является нейромедиатором. И второе – это структурный компонент клеточных мембран фосфатидилхолин. Поэтому цитиколин, энцетрон солафарм защищает мембраны нервных клеток от повреждения. Стабилизация клеточных мембран, улучшение памяти, повышение концентрации внимания мы видим при применении энцетрона в клинической практике. Мы использовали цитиколин, у нас было исследование интересное в палате, в отделении интенсивной терапии. Мы использовали грамм цитиколина для пациентов с очаговыми поражениями мозжечка. Это были в основном внутримозжечковые гематомы средних размеров. То есть это были пациенты, критерием исключения, что это не маленькая гематома и пациент не в коме. То есть нарушение сознания у наших пациентов было оглушение одной из 3 степеней. И мы получали на грамме цитиколина в течение 5 дней, мы получали интересное улучшение. Поэтому у него есть еще функция уменьшения отека мозга. Он выпускается и в растворе для приема внутрь, и раствор для, соответственно, внутривенного и внутримышечного введения. Для приема внутрь это цитиколин 100 мг в миллилитре, ампулы политвист 5 и 10 мл, а внутривенно и внутримышечно по 200 мг в миллилитре, по 4 мл в ампуле. То есть получается в ампуле будет или грамм, или 500 мг. Мы использовали в своем исследовании 1 грамм. Итак, к нам пришел пациент точно такой же, которому мы поставили диагноз умеренных когнитивных нарушений или диагноз дисциркуляторная энцефалопатия по диагностическим критериям Петерсона от 2001 года. Мы поставили такой диагноз. Но дело в том, что вот сейчас открылся правый столбик, и вы можете увидеть, что данный пациент, подходит под совершенно другой диагноз, который наблюдается совершенно у специалистов другой категории. То есть это депрессия. Может ли быть данная ситуация на амбулаторном приеме? Мы можем перепутать с вами пациента с депрессией и пациента с дисциркуляторной энцефалопатией, когда наша специальность не психиатрия, когда мы с вами не являемся обученными психиатрами. Давайте посмотрим на определение двух данных заболеваний. Похожи ли они вообще, как их можно спутать? Депрессия – это психическое расстройство. Дисциркуляторная энцефалопатия – это органическое поражение головного мозга. Депрессия, основными признаками которого является снижение настроения, заторможенность мышления, двигательная заторможенность. Но дело в том, что в определении дисциркуляторной энцефалопатии пишутся другими словами примерно то же самое. Пишется органическое поражение головного мозга, которое может сопровождаться паркинсоническим синдромом, эмоционально-волевыми нарушениями. То есть два подобных неклассических определения депрессии и дисциркуляторной энцефалопатии имеют место быть. Получается, что мы можем данные двух
пациентов, которые зашли друг за другом в течение 20 минут в наш кабинет, мы можем, собственно, перепутать. А вы сами понимаете, что лечение у данных пациентов будет абсолютно разное, будут назначены разные группы препаратов. Давайте посмотрим, как мы можем диагностировать депрессию по диагностическим критериям. Пациент с депрессией, конечно же, предъявит жалобы на подавленное настроение, но и умеренно-когнитивный пациент-энцефалопат тоже может их сказать. Но пациент с депрессией, вы видите следующий пункт с вопросиком справа, он скажет, что у него появилось снижение интереса или удовольствия, ангидония от почти всех видов деятельности. Дисциркуляторный пациент, скорее всего, эту фразу упустит, или она у него будет уже на каком-то 5 или 10 плане. Изменение веса и аппетита будет поставлено во главу угла тоже у депрессивного пациента, хотя у энцефалопата тоже может быть. Бессонница и гиперсомния. Они могут быть при двух патологиях. Психомоторное возбуждение или заторможенность. Ну, вы знаете, что мы можем увидеть, конечно, это чаще всего внешний вид пациента с средне-тяжелой депрессией, все равно он уже будет отличаться. Так что вполне возможно, что это будет пункт подходить больше для пациента с депрессией. И, конечно же, суицидальные тенденции при развитой уже яркой выраженной картине депрессии будут предъявляться только пациентам с депрессией. По данным критериям на протяжении 2 недель должны присутствовать 5 или более из ниже перечисленных 9 симптомов. И эти симптомы должны включать как минимум один из двух основных: депрессивное настроение или утрата интересов или удовольствия. Почему мы можем спутать данных пациентов? Дело в том, что получается, что два данных заболевания, которые разведены на 2 специальности, они обе дефицитарные. То есть в любом случае, в одном случае у энцефалопата наблюдается дефицит кровоснабжения из-за сосудистых процессов в головном мозге, а при депрессии, вы помните теорию 3 китов, при дефиците серотонина будет клинически проявляться тревогой, депрессией, паникой, тахикардией, потливостью, тахипноя, сухостью слизистых и дисфагией. При дефиците дофамина, правый столбец, пациент в основном будет указывать нам апатию, тоску, дисфорию, ангидонию, нарушение плавности, содержательности мышления и дисфагию. Получается, что это все дефицитарные заболевания, которые должны восполняться соответственными препаратами. Тревога с депрессией часто идут рука об руку, поэтому, чтобы определиться, перед нами не тревожный ли пациент или тревожно-депрессивный с 2 состояниями, мы должны, естественно, определиться, нет ли здесь еще выраженной тревоги и задать определенную группу вопросов на повышенную утомляемость, раздражительность, плаксивость, частую смену настроения, нарушение сна, бессонница или кошмары, пугливость, суетливость, страх перед ситуациями, нетерпеливость, ком в горле, потливость, приливы, темнота в глазах, сердцебиение, расстройство ЖКТ. Но не спутать это, конечно, с нашим любимым советским диагнозом. Это вегетососудистая дистония, который зачастую ставится у данных тревожных пациентов. Успеем ли мы на амбулаторном приеме проверить пациента на все баллы шкалы Mini Mental State Examination? Конечно же, мы не успеем всю шкалу ММСЕ проверить на амбулаторном приеме из-за ограничения времени. Мы можем единственное спросить у пациента, посчитать 100 минус 7, как любит доктор Хаус в своих сериалах. Он в реанимационных пациентов, для меня это было удивление, потому что я для реанимационных пациентов зачастую спрашиваю обратный счет, ориентацию во времени и пространстве собственной личности, и также 100 минус 7, дальше 93 опять минус 7, 86 опять минус 7, и как пациент считает, чтобы сказать реаниматологу, насколько нарушилась когнитивная функция мозга у пациента после выхода из коматозного состояния. На амбулаторном приеме
у нас времени всегда бывает на это, и мы предлагаем пациентам нарисовать часики, которые изображают без 15,2. Здесь на этом слайде вы видите часы, нарисованные моими амбулаторными пациентами. Они все абсолютно разные, и некоторые из вот этих часов вы видите, что здесь нормальные часики только внизу у одного пациента. Вот одни из грубейших часов, я уже грешным делом не помню, какие из них, нарисовал один из руководителей крупного отдела, которому подчиняется достаточное количество человек. Он пришел с неопределенными жалобами, что что-то не так, и ему не нравится его работа. И в процессе беседы на 20-й минуте я ему предложил нарисовать часы, и оказалось ужас, что этот человек, который считает хорошо, пишет хорошо, себя обслуживает, ориентирован во всем, собственно, выполняет все функции, у него нормальная проба хеда, у него нет сенсорной афазии. Этот человек не смог нарисовать часы, причем тест был выполнен на 2 балла из 10. И, конечно же, сразу же началось обследование по поводу, что же за процессы у данного пациента в голове, почему он... А направили его родственники, он сопротивлялся, не хотел, что у меня все хорошо. В общем, часики он не нарисовал, поэтому на амбулаторном приеме, конечно же, чаще предлагаете, если вы особенно не можете договориться с пациентом, кто в лес, то по дрова, пациент вас не слушает, вы говорите на разных языках, предлагайте ему почаще нарисовать часы. Что думает терапевт, когда к нему приходит пациент с депрессией? А хороший терапевт, естественно, в голове держит различные количества заболеваний, которые могут тоже проявляться депрессией. Ну, давайте возьмем третий столбец. Новообразование поджелудочной железы, сердечно-легочные заболевания, порфирия, уремия, целиакия, авитаминозы различные, анемия, гиперкальциемия, дефицит макроэлементов, модный нынче, особенно магния, хронические интоксикации, вирусные инфекции. Ну, по поводу, я думаю, что будет уважаемая Татьяна Владимировна Решта, профессор, рассказывать после меня постковидные астенические вопросы. И как раз вот вирусная инфекция прозвучит в вопросе изменения высших функций мозга и различные заболевания, которые могут предполагать развитие депрессии, а являются под собой не дефицит нейромедиаторов, а могут быть, например, гипотиреозом, или могут быть паркинсонизмом, или это может быть рассеянный склероз. Да? То есть это совершенно разные заболевания, которые можно определиться, что данные заболевания, если пролечить, то у пациента вот эта деменция, получается псевдодеменция, в том числе сифилис, она уже исчезает. И ему, естественно, уже донепизил не нужен. Да? Ему нужен цефтриаксон по 2.0, номера 10. И сифилис, и сифилитическая деменция, это в нашей практике было, когда пациенты с неправильным поведением доставляются с подозрением на инсульт, а там оказывается в РПГ 4 креста. При лечении цефтриаксоном неправильное поведение исчезает. В ликворе, кстати, не в крови РПГ плюс, а еще и в ликворе были кресты. И получается уже нейросифилис. Что и о чем еще можно подумать? Дефицитарные состояния могут быть из-за дефицита витамина группы В, потому что это не только мегалобластная анемия или алкоголизм и бери-бери, муковисцидоз. Это может быть синдромом малябсорбции, которые довольно распространены в нашей стране. Поэтому, если вы назначаете при дефицитарных состояниях, то есть не только нейромедиаторов холиновых, или дофаминовых, или серотониновых, может быть дефицит витаминов группы В. Не забудьте, что если у данного пациента выявляется клиника, который предъявляет вам депрессивное расстройство, выявляется клиника недостаточности витаминов группы В, то ему можно предложить курс витаминотерапии, в том числе комбинированным препаратом ларигамы, который содержит передоксин, тиамин, цианкобаламин на лидокаине 2 мл внутримышечного раствора, то мы можем увидеть положительные моменты в лечении псевдодеменции. Я извиняюсь, глоток воды.
Данный пациент, который пришел к нам с вопросом на нарушение памяти, он мог заглянуть и в соседний кабинет, где сидит клинический фармаколог. Естественно, клин-фармаколог подскажет нам и пациенту, что давайте прочитаем инструкции к препаратам, которые мы или мы назначили пациенту, или пациент назначает, да, что если мы назначили пациенту, особенно мужчине, бета-блокаторы, то нужно знать, что кроме особенностей, значит, сексуального поведения, у данного человека может появиться и депрессивные симптомы. Это написано в инструкциях. Поэтому, когда приходит к вам пациент и говорит, что у него появился жар в стопах, у него появился не чувствует, как он бегает по земле, это пациент пожилого возраста, который бегает и говорит, я не могу бегать, потому что я перестал чувствовать землю. То есть получается, симптомы полиневрита, они подтвердились уже, подтвердились клинически на всех пробах стандартных при неврологическом осмотре. Ну и тест, так как я читаю лекции, я решил сделать точно так же, как я читаю в своих лекциях. Я решил посмотреть все те препараты, которые принимает пациент. И была, в общем, удача без назначения препаратов, была удача, что этот пациент принимал амлодипин. Вы знаете, что на амлодипине, на большом количестве препаратов, где он входит в комплексный состав, пациенты не жалуются на полиневрит. То есть это редкое осложнение терапии амлодипином, то есть это, наверное, может быть 0,201%, но вот он именно вот этот 0,201% пациент обратился именно ко мне на прием. При отмене амлодипина через замену на другой препарат, через полгода явления полиневрита ушли. Витамины группы В мы не использовали. Поэтому, конечно же, я призываю вас читать инструкции всех тех препаратов, которые пациент принимает, потому что на банальный тот же и витамины группы В может быть диарея, тоже написано, что это редко, что это неизвестно когда, и на назначение просто таблетированных высокодозированных В, которые я лечу астенический синдром у пациентки с нейропатическими болями, она приходит и говорит, у меня появилась диарея. Тоже очень редкий симптом, но это возможно. Поэтому, конечно же, редкие симптомы возможно. Вот мы говорим в том числе и о редких симптомах. Если наш пациент заглянул к психиатру, психиатр не будет сразу же ставить депрессию, как невролог, да? Он скажет, а может быть, или как терапевт, он предположит, а может быть, есть здесь какая-то соматическая патология, которую вы, коллеги, пожалуйста, исключите, а потом мы уже будем, собственно, думать о психиатрии. Когда пациенты приходят к нам в общую лечебную сеть, мы назначаем препараты, которые лечат сниженное настроение. И по исследованию Парус, которое было опубликовано в 2007 году в Consilium Medicum, там было показано, что мы, то есть врачи общей сети и узкие специалисты, не психиатры, мы назначаем пациентам седативную фитотерапию в 40% случаев, барбитураты в 25% случаев, транквилизаторы в 25% случаев и только в 10% нуждающимся пациентам с депрессией мы назначим антидепрессант. Правы ли мы? Можем ли мы, врачи общей сети, в том числе неврологи, семейные врачи, терапевты, можем ли мы начинать лечение неосложненной депрессии? Можем ли? Дело в том, что еще не отменен и действует приказ Минздрава Российской Федерации 26 августа 1992 года номер 237, который говорит, что семейному врачу возможно начинать обследование, диагностику, лечение и реабилитацию при следующих заболеваниях. И здесь выписка из приказа. Это шизофрения, неврозы, неврастения, психозы, алкоголизм, психопатия, сексопатологические расстройства, психосоматические заболевания. То есть мы с вами можем начинать обследование данных
заболеваний, потому что, собственно, это и напрашивается самой, и наши коллеги-психиатры на последнем вот конгрессе на Пулковских высотах тоже говорили, что они совершенно не против поделиться пациентами с депрессиями, поделиться с врачами общей сети, чтобы мы с вами начинали их лечение, потому что не такое количество психиатров есть, и эти больные могут просто не дойти до психоневрологического диспансера. Мы знаем с вами классификацию по механизму действия различных антидепрессантов. Можем ли мы по механизму действия моментально сразу же назначить лечение? Да нет, конечно, потому что и может быть знаний со школьной скамьи, из институтов у нас не хватает, и по механизму действия не всегда возможно разобраться. Самые частые препараты, которые мы назначаем пациентам, это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Это самая часто назначаемая группа препаратов. Ну, потому что они высокоэффективные, избирательные, мало побочных действий. У них есть дополнительные действия, как, например, ураконы флувоксамина, направленные на нормализацию сна. И нейропротективный прокогнитивный эффект у той же ураконы флувоксамина. Самое интересное для нас с вами, практических врачей, будет назначение, выбор антидепрессанта по клиническому эффекту. Если перед нами тоскливая депрессия, то мы будем назначать антидепрессант-стимулятор. Это будет, например, препарат имипромин или флуоксетин. Если перед нами пациент с пониженной жизненной активностью, с ангидонией, то мы будем, вероятно, назначать тразодон, флувоксамин. Из балансированного действия антидепрессанта это сертралин, пиразидол, венлофоксин и триптофан. Если вы решились назначать препарат флуоксетин при тоскливой депрессии, помните, что у него есть одно описанное, он уже исследован с ног до головы флуоксетин. У него есть одна особенность, что он хорошо влияет на депрессию довольно быстро, он недорогой, он продается во всех аптеках, доступный всем, но у него есть одна особенность, что депрессия снижается и вылезает на первый клинический план тревожное расстройство. То есть надо будет готовым прикрыть тревожное расстройство или же назначить препарат, у которого есть действие и на тревогу, и на депрессию, как уракона, флувоксамин. На данном графике вы видите, что у уракона всего лишь 1% обострения тревожных расстройств. А флуоксетина невысокий, надо об этом помнить, когда вы выбираете антидепрессанты. Дополнительным эффектом ураконы является повышение уровня собственного мелатонина с первой недели терапии. Мелатонин – регулятор, я вам напоминаю, циркадного ритма, он облегчает засыпание, корректирует циркадный ритм при резкой смене часовых поясов. И мы можем достичь лечения нарушений сна у наших пациентов. Если говорить о побочных эффектах, потому что они всегда присутствуют у всех групп препаратов, хочу сказать, что количество флувоксамина, уракона побочных эффектов у него одно из лучших из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина из СИАЗС. То, что вы можете увидеть на следующем слайде красной точкой, флувоксамин уракона обозначен, потому что это исследование уже не один год, этих исследований много, потому что это очень интересно, исследование на сексуальную функцию, потому что препараты, ни для кого не секрет, антидепрессанты являются тормозящими. И кроме сексуальной функции, конечно же, очень важный когнитивный эффект. Если к вам приходит на прием пациент, который говорит, что ему нужен при работе не только руки и глаза, ему нужен мозг, он не хочет терять когнитивную функцию, то, конечно, препаратом будет выбора уракона флувоксамин. Ну и еще есть рекомендации Всемирной Федерации сообществ биологической психиатрии, которые показывают, что назначение флувоксамина в стандартах при тревожном расстройстве, вызванном разлукой.
Нейропротективный и прокогнитивный эффект. Довольно малое количество антидепрессантов могут похвастаться данным пунктом. Ну и может похвастаться препарат раконафлувоксамин. Ну и надо сказать, что вот существует в наших рядах с вами такая расхожая фраза, что каждому пациенту с мигрени свой триптан, то можно сказать точно так же при пациентах с депрессией каждому пациенту можно подобрать свой антидепрессант, потому что эти побочные эффекты, как вот я вам показывал в предыдущих слайдах, что они могут быть к вам прийти на прием, это будет пациент из разряда 0,001% случаев, а надо будет решить его проблему. Поэтому прокогнитивный и нейропротективный эффект, то есть для пожилого человека, это будет хорошим решением назначения препарата. Ну и я вам напоминаю еще один раз ту классификацию по клиническому эффекту, что антидепрессанты седатики это азофен, мианцерин, тразодон, флуоксамин, сбалансированного действия сертралин, пиразидол, венлофоксин, триптофан, стимуляторы имипромин, флуоксетин и другие МАО, за исключением пиразидола. Но это все можно увидеть и в инструкциях, и в специальных учебах. Сейчас учеб довольно много на сайте Росминздрава. Можно пройти учебу по лечению депрессии и у себя в кабинете повесить сертификат, что вы можете исполнять данную функцию. Если вы выбрали другой СЗС, тразодон, у него есть интересные моменты. Он может вызывать ортостатическую гипотензию. Помните, что если вы решили взять седативный антидепрессант тразодон, то нужно знать, что если у пациента есть склонность к обморокам, то этот препарат может ухудшить состояние пациента. Но у него есть интересный момент, что его можно вместе с алкоголем, он уменьшает патологическое влечение к алкоголю, не вызывает привыкания. Он точно так же и влияет на чувство удовольствия. Следующий препарат, который я хочу предоставить вашему вниманию из антидепрессантов, это мелноципран, это XL. Это СИОЗНС. Он уменьшает число и тяжесть панических атак практически 50%. Половина пациентов, которые получали мелноципран 50 мг 2 раза в день 10 недель, стартовали с 25 мг 2 раза в день, освободились от панических атак после терапии. XL отличается от других СИАЗС, мелноципран XL, отличается тем, что у него еще меньшее влияние на сексуальные функции. То есть он сексуальную дисфункцию вызывает в еще меньшем количестве, чем другие антидепрессанты. Чем нам это может помочь? То, что XL снижает риски образования сексуальных дисфункций и влияния на сексуальную сферу наших пациентов. Это было исследование для японской группы пациентов, но они подходят точно так же и для нашей европейской части России. Если комбинировать СИОЗС с XL, то можно себе позволить снизить дозировку СИАЗС в 1,5-2 раза. И можно начинать XL с одной капсулы 25 мг XL утром. И профиль безопасности, профиль переносимости XL довольно хорошее, малое количество побочных эффектов у данного препарата. Если наш пациент заглянул в соседний кабинет, а в соседнем кабинете находится врач, не психиатр, не клинический фармаколог, не терапевт, который мы с вами вот уже, пациент наш заглянул во все кабинеты, а в соседнем кабинете находится наш коллега-геронтолог. Геронтолог, конечно же, скажет, что есть определенные препараты, которые не рекомендованы у лиц старше 65 лет. Это бензодиазепиновые транквилизаторы, это барбитураты, антиконвульсанты, большие дозы L-допа.
препараты, снижающие почечный кровоток, антигипертензивные препараты, которые вызывают ортостатические реакции. В случае использования данных препаратов, конечно же, наш пациент может пожаловаться на снижение когнитивных функций, что мы можем принять это за заболевание головного мозга, а нужно, естественно, помнить, что пожилой пациент требует половинных доз терапии, половинных доз, и некоторые препараты не подходят для лечения пожилой группы населения. Спасибо за внимание.